Смотрите, как Ганнибал валит на одной руке. Очень жестко трицепс напрягается. Ну или вот я делаю отжимания одной рукой на брусьях. Да-да, такое возможно. Или чистое отжимание одной рукой от пола. Может показаться, что эти упражнения очень травмоопасны для трицепса. Так-то оно и есть, но только за счет большой нагрузки, а не за счет чисто механического движения. Короче, совсем недавно врач Епифанцев порвал трицепс прямо на видео, выполняя французский жим. О, порвал трицепс. Да ты что? Это событие подкинуло мне идею снять видео про самые травмоопасные отжимания и элементы в воркауте на трицепс. Почему трицепс рвется? Про разрыв бицепса мы уже все обсудили на моем канале. Чаще всего он происходит в таком положении. Рука прямая, да, растянута и хват в супинацию. То есть вот так вот мы разворачиваем кисть. И бицепс, и сухожилие бицепса очень сильно натягивается, да. Если в эту растянутую позицию приложить большое усилие, то есть риск разрыва. Бицепс максимально вращается вот на согнутую руку. В этой позиции он может выдержать большую нагрузку, и это будет не травмоопасно. Трицепс же наоборот, на согнутой руке максимально растянут. И если еще отвести ее вот так вот за голову, да, то вы почувствуете здесь сильное растяжение. Я не могу согнуться, разогнуться. Только что потренил. Впервые за 2 месяца. Вы также можете провести эксперимент. Максимально согните руку, попробуйте ее завести максимально туда, вверх, за спину, и почувствуйте сильное растяжение трицепса. Вот если в эту позицию приложить большое, опять же, усилие, да, большую нагрузку, то трицепс может порваться. Или оторваться от сухожилия. Или сухожилие оторвется от кости. Короче, большой выбор. В этом у нас и проблема французского жима, да. Что лежа, что стоя, разницы никакой нету, да. То есть вот так вот у нас максимальная нагрузка, да, на растянутый трицепс. А когда мы прилагаем усилия, да, распределяем руку, то на трицепс, по сути, уже нет нагрузки, да. То есть самая полезная амплитуде движения, максимальное сокращение трицепса, нагрузка пропадает вообще. Отсюда можно сделать вывод, что французский жим, что лежа, что стоя, травмоопасен и неэффективен для тренировки трицепса. Но он эффективен, но в такой амплитуде движения травмоопасный. То есть с легким весом там пампиться можно, да, с большими весами нельзя. Даже со средними, там 10 повторений в отказ нежелательно. Аналогом французского жима в воркауте будет отжимание Ганнибала. Встаем, опускаемся и сила трицепса вот так себя ужимаем. Многие чувствуют, да и я в том числе, вот здесь неприятное ощущение. Но это связано с тем, что нагрузка падает у нас на растянутый трицепс, да, на сухожилие. Чаще всего рвутся уже изношенные сухожилия. Чтобы этого не допустить, вам потребуется хорошее восстановление. И в этом вам может помочь спортивное питание, протеин, источник белка для восстановления соединительной ткани, омега-3 жирные кислоты, добавки для связок и суставов, тот же глюкозамин и хондроитин. Все это поможет вам хорошо восстанавливаться. А заказать все это можно на сайте Добромиль Фит. Это добавки отечественного производства из качественного сырья. Доставка производится по всей России. Заказать добавки можно по ссылочке в описании. В отжиманиях на брусьях сильнее трицепс будет включаться, если поджимать локти к корпусу и отводить их как можно сильнее назад, то есть под такой вот острый угол. Да? Если вы будете так, под прямым углом, то больше нагрузка будет на грудные и на переднюю дельту. Вот так на трицепс. Но так и травмоопаснее. То есть опять же, с дополнительным весом, или если вам сложно делать отжимания собственным весом, лучше такую технику не практиковать. Еще раз по технике, если у вас вот так вот рука при опускании по 90 градусов, то нагрузка на трицепс будет меньше, но и меньше травмоопасность. Если у вас будет локоть отходить так сильнее назад, будет такой острый угол, то нагрузка на трицепс будет возрастать, но и травмоопасность тоже значительно возрастет. Также с отжиманиями от пола. Если ставите хват узкий, да, там на ширине плеч, локти должны быть прижаты к корпусу. Если вы наклоняетесь вперед, угол под 90 градусов, больше на дельте нагрузка. Если вы отклоняетесь чуть назад, и вы делаете отжимания вот под таким углом, да, то трицепс сильнее напрягается. Чем острее будет угол, тем больше работает трицепс. Ну и травмоопасность опять же возрастает. Есть еще такие отжимания, да, то есть вот так с предплечья стартуешь, делаешь отжимания. Ну, тут амплитуда маленькая, она неэффективна на самом деле. Но чем острее будет угол, то есть если ты будешь стартовать вот так, то трицепс стопудово порвется.
нужно делать отклонение. Вот так вот отжиматься. Чем сильнее ты будешь наклоняться вперед, больше нагрузка на трицепс, но и травмоопасность категорически увеличивается. Итак, мы выяснили, чем сильнее акцент смещается в каком-либо упражнении на трицепс, тем оно становится более травмоопасным. За счет именно изменения техники. То есть трицепс попадает под такой острый угол и растянутое положение. Эффективнее будет качать трицепс в безопасных техниках, но только с большой нагрузкой. Да? То есть там будет нагрузка идти и на дельты, и на грудные, ну и на трицепс тоже. То есть обычное отжимание на брусьях с дополнительным весом. То есть обычное отжимание на брусьях с дополнительным весом, с большой нагрузкой будет эффективнее, чем какие-то узконаправленные упражнения на трицепс, да, но с легкой нагрузкой. Исключением тут может быть только те упражнения, где нагрузка на трицепс приходится на прямую руку. То есть это классические разгибания рук стоя на тренажере или с резиной. С резиной еще эффективно в том, что вот на согнутую руку, когда трицепс растянут, у нас нагрузка снижена, а когда мы распрямляем руки, ну, резина натягивается, нагрузка увеличивается, да. Лучше делать вот под таким углом, чтобы была резина, да? Еще одно эффективное упражнение на трицепс — это подъем гантели в наклон. То есть мы делаем наклон и поднимаем гантель. Вот мы поднимаем ее, и трицепс сокращается на прямую руку максимально. Но есть нюанс. В нижней точке амплитуды нагрузка отсутствует, да? Это можно исправить, опять же, используя резину. Натягиваем резину под таким углом, чтобы было выполнение, чтобы у нас по всей амплитуде движения была нагрузка. Да? Делаем наклончик и смотрите, вот здесь уже есть нагрузка хорошая. И на прямой руке она увеличивается. Главное, чтобы резина не порвалась и вам в хлеборезку не прилетела. Ну, понятно, что я сейчас все просто демонстрационно с минимальной нагрузкой выполнял. То есть резину и там гантели надо брать чуть потяжелее. В таких упражнениях можно работать на 10 повторений в отказ спокойно. Но еще в воркауте трицепс работает в статике во многих упражнениях. Особенно, например, в диване, в том же даже переднем висе. Я уж молчу про обратный самолет. Есть еще куча разных элементов, те же импосиблы, да и отжимания обычные, там в стойке, на руках и в горизонте, везде работает трицепс. Если опасные элементы на трицепс, ну там, где трицепс будет попадать в такое же растянутое положение, ну, например, какие-нибудь очень глубокие отжимания в стойке на руках, на брусьях, где-то там плечами касаешься уже, собственно, самих брусьев. Насчет импосибла, там огромная нагрузка на трицепс, но она, опять же, не травмоопасна, потому что трицепс не попадает там в растянутое положение. То есть можно сказать, что в воркауте много травмоопасных упражнений с технической точки зрения на бицепс, но не на трицепс. На трицепс они все относительно более-менее безопасные, за исключением просто большой нагрузки, да, то есть нагрузка может быть очень большой, и даже в нетравмоопасном движении может произойти травма. Короче, нашел я тут легендарный видосик, как я варю зелье турника. Он очень смешной, там много приколов, но YouTube его, зараза, удалил давным-давно. Поэтому я перезалил его в ВК, в мою группу. Можете перейти по ссылочке в описании и посмотреть. И заодно подпишитесь на мою группу по-братски. Мне нужно всего лишь 5000 подписчиков, чтобы я мог включить монетизацию и получать еще лишнюю копеечку. Думаю, просто подписаться вам будет несложно. Ну и увидимся в следующем выпуске. Пока, ребят.